Полина, что как тебе веганская еда? Микрофон, камера. Так, отлично. Так, меня слышно? Раз, два, три, четыре. Прием. Всем привет, меня зовут Руслан Зеленский. У меня есть жена и 3 детей. Они сейчас где-то, наверное, спят, поэтому будем тихонечко. И мы хотели бы начать этот блог, потому что мы поняли, что формат Инстаграма и Фейсбука уже, наверное, не тот, о котором мы хотели бы думать, и не совсем получается там все поместить, все свои мысли, и не хочется превращаться в какого-то длинного блогера, который много-много пишет текста, который никто не читает, просто лайкает фотографии, идет дальше. О чем этот будет влог? Он будет про нашу семью. У нас есть бизнес, которым мы занимаемся, и у нас 3 детей. Как у нас получается или не получается это совмещать и жить. Мы будем интересоваться темой семьи, построения отношений, воспитания детей. Всем этим будем делиться на канале. Я думаю, что будет вам интересно. И мы наш влог решили начать с поездки на Бали. Поехали! А кому это ставили? Мне? Да. Спасибо. Мы летели с 3 детьми. Самой младшей Уле было 1 год и 1,5 месяца или 2. Полет должен был длиться в сумме 22 часа. Вот. Но в целом довольно все хорошо прошло, потому что мы сделали одну пересадку в Дохе с ночевкой, и мы там немножко отдохнули. И следующий перелет был уже с Дохи до Бали 10 часов. Но сложность была в том, что когда прилетели, мы поняли, что почти половина нашей команды заболела, и это длилось, наверное, 2 недели. Акклиматизация довольно сложно была. По очереди то дети, то Маша болела. Виллу мы арендовали на Airbnb. Реально очень рекомендуем. Там во всех наших поездках мы арендуем только там по многим причинам. Может быть, когда-нибудь поделюсь, если кому-то будет интересно, как мы ищем жилье на Airbnb. Ну, вообще, впечатление от Бали и от виллы – это, конечно, космос. Ну что, вы готовы? Уставшие. Так, заходим. Сразу попадаешь как будто в какой-то рай, цветы, большие красивые пальмы. И вилла, конечно, там практически нету стен, вот, там всегда 30 градусов температуры, даже ночью там 28. И ты реально выходишь из дома, сразу ныряешь в бассейн, вылазишь из бассейна, идешь завтракать. Дети научились плавать. Полина, она еще в Киеве, здесь в Украине, у нас был бассейн, она немножко училась плавать, но там она реально за пару недель уже классно плавала. Соня через 1,5 месяца тоже плавала отлично. И, ну, Уля, конечно, плавала тоже отлично. Ты плывешь, как красиво! Плыви, давай, давай! Так, ну что, пока Руслан с детьми, у меня есть 5 минут, расскажу вам свои впечатления про Бали. Ожидания оправдались, то есть то, что мы видели на картинках про райский Бали, в принципе, у нас было. Бассейн в любой момент, и больше всего мне понравилось, что мы все время были на улице. Гостиная, кухня, все на улице. То есть мы только ночевали в доме. Это реально классно. Мне, как для мамы, мое сердце радовалось, что мои дети не сидят закрытые дома. Я очень люблю гулять. Когда я приезжаю, я иду куда-нибудь на рыночек, по городу, чтобы проникнуться атмосферой. Но на Бали так не получится. Там просто нет тротуаров. Вот если ты на мопеде, без проблем. А ходить пешком, особенно с коляской, это вообще нереально. Перейти дорогу – это тоже очень опасное развлечение. Лучше такого не делать, потому что водители не останавливаются, пешеходных переходов нет. Иногда есть там один дядечка, который вот так делает, и машины тебя пропускают, но это небезопасно. Ну, с едой на Бали, конечно, есть и плюсы, и минусы. Большая вариативность разных кухонь, и много разных приезжих открывают свои рестораны там, с европейской, с американской кухней.
Ну что, вы счастливы? Вкусная, красивая еда. Всегда были в поиске попробовать балийскую кухню, но вкусную, потому что она в основном очень острая и для нас не подходит, ну, тем более для детей. Я пришел вечером в ресторан и говорю, пожалуйста, no spicy, no chili. Она такая, да, все будет хорошо, все будет не чили, ничего. И дает мне суп с кокосовым молоком, там, с какими-то овощами. Я приношу домой, и я просто понимаю, что это огонь, это просто жесть. Вот такая вот не острая еда на Бали. По поводу базаров. Мы очень любим базары. На Бали это реально очень классное место закупиться свежими овощами, фруктами и разнообразие фруктов, о которых ты даже никогда не представлял и не знал, что они такие есть. Папайя там вообще, мне кажется, 30 гривен штука стоит. У нас там, наверное, 300 будет гривен. И рынок очень, конечно, большой и делится на две части. С одной стороны, люди, которые проплатили место, и они находятся внутри, и они, конечно, хотят, чтобы ты купил у них все в 3 раза дороже. Ну, и есть вторая часть, там, бабушки, которые на улице сидят, и, конечно, условия у них очень ужасные. Это, конечно, запашок просто шикарный. Вид потрясающий. Надеюсь, фрукты будут нормальные. Они там прям там же в тазике моют этих креветок. Но фрукты можно выбрать, конечно, намного, там, раз в 5, наверное, дешевле, чем внутри. И они не отличаются там особо по качеству. Они, конечно, выглядят очень красиво. Там драгонфрут, маракуйя или папайя. Вкусно. Вкусно, Уля? Еще? В общем, так как мы ехали на зимовку, моя большая ошибка была то, что мы не взяли с собой крупы. Теперь я знаю, нужно брать гречку, овсянку, пшено и всякие другие каши, потому что их там просто нет. Про них даже никто не знает. Есть овсянка, конечно, в каких-то туристических супермаркетах, но она реально в 10 раз дороже, чем у нас. И гречка. Есть гречка. В русских магазинах есть гречка, 200 гривен килограмм. В следующий раз чемодан гречки беру с собой. Помимо того, чтобы получить такой экспириенс зимовка в теплой стране, мы хотели еще улучшить отношения наши с Машей и отношения с нашими детьми, потому что дети, когда вырастают, они меняются, и тот подход, который ты к ним имел, то понимание, которое у тебя было, оно может уже быть не актуально. Тебе нужно по-новому с ними налаживать эти связи. Покажи, сколько тебе лет. Так, вот столько. Ого. Давай, дуй. И мы чувствовали, что уже как бы дети пошли в школу, в садик, и есть некая такая брешь между нами. И мы за это время очень хорошо построили отношения с нашими детьми, с Полиной. У вас есть меню? Да. Ничего себе, ну можно посмотреть. Только тут много бутербродов, но хлеб закончился. Да. 30 тысяч рупий? Не, просто 30. Просто 30? Уля, у тебя есть просто 30? Надо заплатить срочно за детское меню. Стали больше друзьями. Ну и, конечно, с Машей очень много времени проводили, общались, мечтали. Я думаю, что мы очень долго еще будем вспоминать эти сладкие месяцы на Бали. В Сингапур ты приезжаешь, все такое... Ты понимаешь, что люди живут совершенно в другом измерении. И они жили реально там на полу. Это все, наверное, все лишнее, да? Каждого второго человека, неважно, ты мужчина или женщина, его зовут Путу. Это, конечно, очень круто.